Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем с вами вязать вот такой вот чехол для очков. Очки снимаем. Смотрите, на веревочку у нас вот такие силиконовые держатели. То есть вот эта долька может вешаться на сумку, а держатели одеваем на очки и хорошо вот так вот потом одеваем на шею и, пожалуйста, носим наши очки. Итак, для работы нам понадобится, у меня это шнур 3 миллиметра от фирмы Меланж, цвет лиловый, крючок номер 4, смотрите, пришибная кнопочка магнитная, вот такие два держателя и вот такое кольцо. Итак, мы делаем кольцо, вытягиваем нить, провязали воздушную петлю и сюда же провязываем еще одну петлю и воздушную. Вот наш первый столбик с одним накидом. Я его вяжу так. Всего в кольцо мы будем провязывать 12 столбиков. Ну, не скажем, что это просто столбики с накидом. Смотрите, они вяжутся наподобие, как вязать узор елочка, но немного по-другому. Последующие столбики мы вяжем вот таким образом. Захватывая эту петлю, вытянули, провязали раз, провязали два. Все столбики мы будем провязывать вот таким вот образом. Я таким узором у себя на канале вязала двухцветный ковер. Если интересно, пишите, или в описании просто оставлю ссылку на этот ковер. Очень оригинальный, необычный узор. Он похож на узор елочка, но он все равно немного другой. То есть я их просто буду называть столбиками. В кольцо провязываем 12 таких столбиков. Легко считать. 1, 2, 3, 4, 5. Шесть, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Провязали 12, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Стягиваем наше кольцо. Ой, кольцо хорошо надо стянуть, чтобы не было никакого отверстия. И смотрите, вот наш первый столбик, а мы находим петлю, которая между первым и вторым столбиком. Вот эту петлю вытягиваем. Вот таким вот образом. Вот так, чтобы она у нас... Регулируем размер. Нить идет у нас сзади. И эту же петлю мы заводим еще раз. И вот так вот вытягиваем. Провязали, и воздушная петля. Все, мы провязали первый столбик второго ряда. Смотрите, по правилу идеального круга, да, если у нас было 12 столбиков в первом ряду, то во втором их должно быть 24. То есть каждый ряд у нас будет увеличиваться на 12 столбиков. То есть мы под каждую петлю будем делать прибавку. Сейчас сюда провязан один столбик, провязываем второй. Тоже не забываем, что мы вяжем вот таким узором, подобие узора елочка. Все, здесь у нас 2 столбика. И под каждую косичку, под каждую петлю мы провязываем по 2 таких столбика. Захватили петлю, провязали раз и сюда же еще раз провязали.
Так, довязываем второй ряд самостоятельно, то есть под каждую петлю мы делаем прибавку. Я покажу, как закрыть второй ряд, перейти на третий ряд. Всего у нас будет 5 рядов. Итак, я провязала пока 22 столбика и довязываю. Вот, смотрите, последнее мы провязываем за вот эту вот петлю или перемычку, которая место соединения у нас, когда мы закрывали первый ряд. Все, 24 столбика. Петлю вытягиваем, ищем. Вот у нас петля между первым и вторым столбиком. Регулируем, чтобы она у нас была не такой большой. Вот, нить идет сзади, и эту же петельку заводим под эту же петлю. Провязали, и воздушная петля. Все, первый столбик у нас провязан. То есть третий ряд у нас тоже увеличивается на 12 столбиков, только теперь между прибавками у нас будет один столбик. Давайте сюда в первую мы провяжем прибавку. То есть все, мы здесь 2 столбика провязали. Под следующую петлю мы провязываем 1 столбик. Столбики все вяжем так, как я вам показывала. Чередуем. Снова под следующую петлю мы делаем прибавку. Под следующую просто 1 столбик. Все, довязываем до конца. Третий ряд, чередуя прибавку с одиночным столбиком. Итак, довязываем третий ряд. Нам остается провязать одиночный столбик. Провязываем его, и во втором ряду посчитайте, у вас должно быть 36 столбиков по правилу идеального круга. Вот такой получается красивый узор, также идеален, еще раз повторюсь, для ковриков, для салфеток. Так, смотрите, закрываем ряд, вытягиваем петлю, петля между первым и вторым столбиком, вытягиваем, подтянули, и эту же петлю, так, раз, все, первый столбик у нас готов. Сейчас по правилу идеального круга между прибавками у нас будет 2 одиночных столбика. И так как в прошлый раз мы начинали, мы сразу делали прибавку, то мы сразу провяжем вот один одиночный столбик и второй одиночный столбик. И только в следующую петлю мы сделаем прибавку. Раз. И сюда же еще второй столбик. То есть расстояние между прибавками у нас теперь 2 столбика. Так, провязываем один одиночный, второй одиночный. И в следующую петлю мы провязываем 2 таких столбика. Раз, два. Итак, вяжем 4-й ряд, всего 5 рядов. Здесь расстояние между прибавками у нас по одному столбику, по 2. Раз одиночный, 2 одиночный, и следующая у нас прибавка. Раз. Значит, в этом ряду уже должно быть 48 столбиков. 36 плюс 12. Итак, вяжем 4-й ряд. Итак, переходим к 5-му ряду. Проверьте, чтобы у вас в 4-м было 48 столбиков. И смотрите, вяжем 5-й. Уже расстояние между прибавками будет 3 одиночных столбика. Вот у меня первый столбик. И прибавку я свяжу вот здесь. Так, здесь у меня прибавка. Я просто смотрю, чтобы прибавку не делать над предыдущей прибавкой. Вот была в предыдущем ряду прибавочка. И расстояние между... И 3 одиночных столбика провязываем. Раз, два, три. И снова делаем прибавку. Снова делаем прибавку. Так, а в конце ряда, ну смотрите, сейчас прибавку сделали, снова 3 одиночных столбика. Раз,
2, 3 и прибавка. В этом ряду в пятом у нас должно быть 6 таких столбиков, 60 таких столбиков. Обязательно проверяйте. И так как мы начинали ряд, сначала провязывали 1 столбик, прибавка, 3 столбика, прибавка, то в конце ряда нам останется довязать, вот здесь будет прибавка и 2 одиночных столбика. Довязываем этот ряд, это последний ряд. Итак, я довязываю 5-й ряд. Вот здесь у меня прибавка, и начинали мы с 1 столбика, поэтому мы в конце довязываем 2 одиночных, вот, чтобы расстояние между прибавками было по 3 столбика. Раз одиночный столбик и последний одиночный столбик. Так, нить обрезаем, вытягиваем, заходим под вот эту петлю, не под первую, а под вторую. Я вот так вот сейчас внахлёст сделаю. Все, внахлёст получается, чтобы не было никаких узелков и не было видно никакого перехода. Хвостики мы прячем. Обрезаем. И используя зажигалку, так как это у нас полиэфирный шнур. Все. Также и этот хвостик спрячем. Итак, вот это у нас получилась лицевая сторона, да? Вот так вот складываем и прям сверху пришиваем вот эту пришивную кнопочку. Пришиваем вторую часть с другой стороны. Итак, теперь мы будем вязать ремешок. Смотрите, вот маркером я отметила, я оставила хвостик 310 сантиметров, потому что этот держатель у меня будет 70 сантиметров. То есть для 70 сантиметров держателя хвостика 310 сантиметров вполне достаточно. Продеваю в хвостик вот этот держатель для очков. Так, где приобрести такие держатели, я все напишу в описании под данным видео. Делаем первую петлю, узелок такой. Все, закрепили. Видите, узелок закрепился за держателем. Теперь смотрите, как мы будем вязать ремешок. Выняли крючок, накидываем нить, это уже у нас основная нить, подтянули, выняли крючок с обратной стороны, крутим по часовой стрелке и постоянно меняем нить. Вот так вот все подтянули, поставили опять по часовой стрелке. Теперь, то есть мы чередуем хвостик с основной нитью. И у нас получается такой красивый, с двух сторон одинаковый ремешок. Поворачиваем все время по часовой стрелке. Подтягиваем, накинули, развернули. Все, получается вот такая красивая коса, с двух сторон одинаковая. Смотрите, ну, получается такой небольшой, миниатюрный. И вот с этими резиночками. Итак, делаем на длину, у меня это 70 сантиметров. И покажу, как присоединить вторую резиночку. Итак, связала ремешок длиной 70 сантиметров. Вот у меня сколько осталось хвостика. И основная нить. Все, можно ее обрезать. И сейчас просто возьмем крючок поменьше, чтобы спрятать хвостики. Итак, вытягиваем нить. Нам необходимо
вторую эту штуку присоединить. И все, теперь хвостики просто вот так вот зацепили. И в полотне спрятали один и второй хвостик. Все, потом припаяли зажигалкой. Все спрятали, красиво припаяли. А я в это время уже пришила кнопку, и сейчас мы соберем все вместе. Итак, вот наша долька. Присоединяем мы к ней кольцо. Так, и к кольцу присоединяем наш ремешок. Все, вот таким вот образом мы прячем очки. Ну, в начале видео вы видели, как этим пользоваться. Все, потом, когда нам необходимо, очки сняли. Вот эти держатели закрепили. Все, получилась такая цепочка для очков. А эту дольку, как брелок, мы вешаем на сумочку. Очень красиво, когда еще такого цвета будет сумочка. Вот, итак, если была вам полезна, если вам понравился видеоурок, с вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.